Если у тебя нет сил, мотивации, энергии, нету нормальных отношений, нет вообще ни на что сил, ты просто лежишь в кровати, ничего не делаешь, просто листаешь ленту шортсов или рилсов, и жизнь потеряла все краски, и ты не уверен в себе просто, ты не знаешь, что делать, и вообще какая-то бесцельность присутствует в жизни, то ты попал на правильное видео. С тобой Юрий Алехин, и мы вместе вытащим тебя из этой зависимости и выведем на качественно новый уровень мироощущения. Ты будешь чувствовать себя как в детстве, когда тебе не нужно было порно, чтобы радоваться мелочам и просто быть счастливым пацаном или девочкой. Первым шагом будет признание своей зависимости. Просто признайся, что ты зависим, что ты наркоман, что ты слаб перед этим. Если ты в этом еще не уверен, то вот я тебе даю подсказочку на мое старое видео, где я подробненько рассказывал, почему это так, какой вред, чем это чревато, и почему ты зависим, почему это наркомания, и почему это очень опасно для тебя. Если вкратце, я тебе сейчас расскажу. Это есть два таких основных гормона: тестостерон и пролактин. Эти гормоны, то есть чем больше одного гормона, тем меньше другого. Тестостерон присутствует как у мужчин и у женщин. Только у мужчин это доминирующий их мужской гормон, который образуется в самой мужской части тела, а также немножко в надпочечниках. И у женщин он образуется в яичниках, тоже в надпочечниках. Значит, а пролактин это женский больше гормон, который влияет на поведение, который влияет на репродуктивную функцию, на иммунную систему и на выработку, на стимуляцию молочных желез, да? Он образуется в гипофизе. Значит, в чем прикол? Чем больше пролактина, тем меньше тестостерона. Когда ты эякулируешь, то у тебя повышается уровень пролактина, соответственно, уровень тестостерона понижается. У всех последствиях слабого тестостерона я расскажу немножко позже, или ты можешь найти информацию в интернете, но я тебе скажу так, общими словами. Это полная просадка по целеполаганию, по творчеству, по созиданию чего-то нового, по каким-то пробивному характеру, по мощности твоей мужской и так далее. То есть ты становишься таким более женоподобным. Есть такая теория, что природой так задумано было, чтобы мужчина немного смягчался, да, впрысками большего пролактина и просадкой по тестостерону, чтобы он готовился к семейной жизни, чтобы он охранял свою самку, успокоился. То есть во время эякуляции и во время частых эякуляций концентрация тестостерона очень сильно понижается, потому что повышается пролактин. Так природа готовит тебя к потомству, больше смягчает твой характер, уже не делает тебя таким пробивным, целеполагательным, достигающим и так далее. Все, ты оседаешь, ты со своей самочкой воспитываешь потомство. Сейчас больше для мужиков, но и для женщин тоже это касается. Я, возможно, сделаю отдельный ролик для женщин. И если хочешь отдельный ролик для женщин, поставь лайк этому видео, пожалуйста. И мы идем дальше. Второй шаг – это поставить цель. Очень важно правильно и позитивно поставить цель. Не нужно ставить негативно настроенную цель, такую как избавиться от зависимости, перестать смотреть, перестать что-то делать и так далее. Это негативная цель. То есть у тебя есть отрицательная мотивация, то есть от чего ты бежишь. Нужно знать еще, к чему ты бежишь, а не только от чего ты бежишь. Это то же самое, что ты придешь в аэропорт в Киеве, в Борисполе и скажешь: ребят, дайте мне билет из Киева, но тебе скажут: а куда? Ты скажешь: ну я ж неправильно сказал, билет из Киева. Но нужно знать, куда ты летишь, например, в Берлин, в Париж и так далее. То есть ты должен знать свою конечную цель, куда ты идешь. Поэтому ставим такую цель. Это может быть трезвость какая-то определенная, это может быть уверенность в себе, это может быть повышение уровня тестостерона, это может быть очищение ума, это может быть успокоение, да, какое-то, это может быть понижение либидо, если это нужно. То есть любая цель, которая у тебя есть, позитивно настроена, без частички нет. Очень хорошо провести свою цель по вот этой рамке цели. Она очень хороша. Я тебе ее рекомендую. То есть попробуй эту рамку цели, она очень классная. Здесь есть определенные вопросы, которые ты можешь задавать себе. И каждая цель, любая, не только поэтому, любая цель проводится поэтому очень спокойно. Третий шаг довольно простой и заключается в том, чтобы грамотно смотивировать наш мозг на то, чтобы он пошел на такие кардинальные изменения и на такие временные жертвы ради большего блага. Наш мозг вообще к этому не предрасположен, потому что по природе у нас заложено так, что все делать наиболее легким путем.
Благодаря этому мы и достигли прогресса, благодаря этому мы и развиваемся. Но здесь нужно немножечко его обмануть. И ты, точнее даже не обмануть, а просто вспомнить те периоды жизни, когда ты этим не занимался, когда ты спокойно мог радоваться. Это могло быть детство, это могло быть, если ты уже не первый раз это пробуешь, у тебя были какие-то периоды от месяца, да, или хотя бы 3 недели ты это делал. Какое у тебя было мироощущение, как ты себя чувствовал. То есть попробуй сравнить это и держать это как цель, такую цель кинестетическую, то есть цель по своим ощущениям, по своему мировосприятию, то есть, ага, хочу ли я снова в этом побыть, хочу ли я или быть в этом, или пребывать в этом постоянно, то есть подтяни этот опыт из своего прошлого и соотнеси с тем, что ты имеешь сейчас, и уже как бы прострой вектор, что мне нужно делать, чтобы этого достичь. 4-й шаг. У любой проблемы, у любой болезни, у любой зависимости есть свои вторичные выгоды, и тебе нужно вычислить свои, у тебя по-любому они есть, тебе нужно вычислить вторичные выгоды от того, что ты этим занимаешься. Очень многие люди себя корят за это, очень многие люди дают себе какие-то определенные эмоции, очень многие люди просто забываются, или, например, делают это, чтобы ничего не хотеть, или чтобы просто забыться, или просто забыть свою девушку, или не идти знакомиться с другими девушками, да, или чтобы не хотелось заниматься сексом, то есть есть какие-то определенные вторичные выгоды, и у тебя они свои. Тебе нужно вычислить свои вторичные выгоды и провести экологию. То есть, если я добьюсь этой цели, да, вспоминаем ту рамку цели, которую я показывал. Если я добьюсь этой цели, может быть, я что-то потеряю, точнее, скорее всего, то есть ты по-любому что-то потеряешь. Вопрос только в том, готов ли ты мириться с этими потерями. Потому что если если потери слишком большие, то ты не сможешь бросить. И тебе нужно понять, какие сферы будут заваливаться. Ага, значит, тогда мне придется что-то делать, возможно. Ага, значит, тогда у меня будет больше энергии, больше сил, куда я их буду тратить, да? То есть, как вычислить эти экологические затыки, вот эти вот вторичные выгоды? Ты должен себе сказать так: да, я смотрю порно, но зато... И просто выписываешь все, что приходит в голову. А зато мне не нужно выходить искать девок, зато мне не нужно ставить свои цели, добиваться, зато мне не нужно ничего делать, зато я не страдаю по своей бывшей, зато и так далее. И пошел. Прописал все эти вторичные выгоды, тебе уже стало легче, ты уже понимаешь, готов ли это ты все потерять. Если не готов, работай над этим. 5-й шаг. 5-й шаг — это убрать всю искусственную стимуляцию, то, что может тебя спровоцировать на просмотр порно или мастурбацию, или вне зависимости, что ты хочешь бросить и так далее. Значит, убираем все переписки, все фото, все скрины. Возможно, да, возможно, некоторые переписки, которые тебя могут спровоцировать, какие-то постики в Инстаграме, что-то такое. То есть это все убираем максимально, не питаем иллюзий. То есть очень важно себя не обманывать, что вот я там сейчас чуть-чуть посмотрю краем глазик и так далее, и себя не обманывать, а именно сказал нет, значит нет, все убрал. Можешь поставить блокировщики, можешь это все поубирать. То есть нужно максимально сделать благоприятную атмосферу, обстановку, чтобы был у тебя успех. 6-й шаг. 6-й шаг — это промежуточный шаг. Он может быть, он может не быть. Это такой опциональный шаг. То есть это, если у тебя не получается сразу бросить все, например, ты хочешь бросить полностью всю мастурбацию, перейти на полное воздержание, а ты еще порно смотришь. Попробуй, возможно, поможет тебе сначала убрать порно, то есть хотя бы на месяц-два, и потом постепенно убирать воздержание, ну, точнее, мастурбацию. То есть, если ты хочешь прям на полное воздержание выйти, то советую тебе не задерживаться очень долго там, потому что есть вероятен риск такой отката. Тут можно еще попробовать бросить какую-то еще другую плохую привычку, например, перестать есть сахар, перестать употреблять алкоголь, травить свои мозги, свое тело. У меня, кстати, вот ссылочка на вред алкоголя, если не знаешь, в описании тоже будет. Перестать курить, перестать сосать эти соски постоянные во рту, перестать пить кофе, постоянно стимулировать себя, да, пробуждать. То есть ты можешь постепенно это делать, а можешь также вбрасывать туда другие, сразу несколько зайцев убивать. Почему? Потому что это будет как столкновение двух синдромов абстиненции, да, синдром отмены, который у тебя по-любому будет. И тебе нужно его как-то перекрыть. И, возможно, если столкнуть два этих синдрома отмены, например, ты очень любишь побухать и любишь помастурбировать или посмотреть порнушку, если ты одновременно бросаешь это, то что-то из этого будет тебе более важнее, и ты пока будешь думать о того, как ты хочешь бухнуть, ты уже забьешь там на ту порнуху или так далее, или наоборот. То есть
Понимаешь, поэтому в любом случае ты будешь в выигрыше. Попробуй так тоже, почему бы и нет. Седьмой шаг, который очень сильно может тебе помочь в этом, это заручиться поддержкой окружающих. Да, ты не один в этом мире, нас уже 8 миллиардов, ребят, 8 миллиардов. И у тебя очень много единомышленников, у тебя много людей, которые готовы тебе помочь, даже если кажется, что таких нету. Иногда помощь приходит от тех, от кого не ждешь. Поэтому обращайся, проси помощи. Ты можешь заручиться помощью поддержки, помощью девушки. Да, это редко, когда это видео смотрят те, у кого есть девушка или парень, да. Ты можешь заручиться его или ее поддержкой, но бывают такие случаи, что это нужно. Бывают такие случаи, что это не самый лучший человек, чтобы просить поддержку. Поэтому фильтруй. Возможно, тебе лучше обратиться, найти какую-то анонимную группу. Или пойти работать с психологом, что тоже очень важно, я очень рекомендую. Потому что там под этой зависимостью всегда есть какие-то определенные потребности, которые ты хочешь ей закрыть. Поэтому выход на эти потребности и поиск решений, как их можно удовлетворить, очень может помочь тебе психолог. Ну и я тебе предлагаю свои услуги. Я тоже даю консультации, все контакты ты найдешь под видео. Там мы спокойно с тобой обсудим твое решение. Все время будет полностью посвящено тебе. Полностью будем решать твой запрос, выходить на твои цели, на твои задачи. Возможно, тебе поможет даже вести какой-то видеодневник в режиме онлайн. Например, завести какую-то отдельную инстаграм-страничку, где ты не будешь подписываться на своих друзей, если стесняешься и так далее. Либо вообще не будешь афишировать, от чего ты бросаешь, то есть какая у тебя зависимость, а просто будешь говорить, что ты бросаешь, либо выдумаешь что-то. Но будешь записывать каждый день эти видео и говорить: так, ребят, может, видел такой формат, да, ребят, я бросаю сегодня день первый и так далее, там, или я сорвался сегодня, вот завтра опять начинаю заново и так далее. То есть, либо вести какой-то текстовый дневник, то есть связать себя какими-то обязательствами. Это очень помогает тем людям, у которых преобладает суперэго, которые оперируют моралью, оперируют словами должен, надо, обязан и так далее. Этим людям такие штучки очень помогут, поэтому обрати на них внимание очень сильно. Кстати, они могут тебя сделать популярным, будешь блогером потом, так что видишь, много плюсов разных. Восьмой шаг, это тебе нужно принять полностью все и каждое твои чувства, ощущения по этому поводу и все твои потребности. То есть не должно быть никаких чувств вины, никакого самобичевания за то, что ты это делаешь. Ничего. Ты не должен себя корить, ты не должен себя уничтожать. Да, возможно, тебе кажется, что это, а как иначе, я же творю дичь. Да, но это не повод, никогда не повод себя виноватить, никогда не повод себя винить за что-то. Запомни, всегда любой человек делает любое действие направленное, то есть намерение любого действия позитивно для него лично. То есть даже вот сейчас идет война в Украине, и россияне идут, убивают украинцев, бомбят города, да, но в глубине души, если докопаться, если вот так вот с ними пообщаться, они считают, что они делают бравое дело. И если еще глубже копнуть за эти все концепции, да, навеянные, они имеют позитивное намерение, но позитивное намерение не к тем людям, а к себе. То есть они закрывают какие-то определенные свои потребности. Денежные, там, я не знаю, мораль какую-то свою и так далее, какие-то свои уже прикольчики. Ну, это вот к примеру. Поэтому даже когда ты включаешь это делаешь или занимаешься то, чем тебе не нравится, это тоже ты делаешь такое позитивное намерение, понимаешь? То есть это ты хочешь лучшего для себя, поэтому нужно себя принять, нужно себя понять, нужно это делать. То есть эти чувства, ты от них не избавишься, их можно трансформировать куда-то. То есть по закону сохранения энергии ты не сможешь их просто взять и убрать. Их нужно трансформировать в позитивное русло. Если ты их не трансформируешь в позитивное русло, а просто перестанешь смотреть порно, эти чувства, они обязательно вылезут в другой сфере. И ты не знаешь, это может быть будет еще хуже. Поэтому обязательно на момент того, как ты это будешь делать, порешай полностью все эти чувства, чтобы их не было. Понимаешь? Опять-таки, для этого что делать? Идти к психологу. Правильно, совершенно верно. Помимо работы с психологом, возможно, тебе стоит обратиться к сексологу. Да, правильно, потому что
Очень часто у большинства сейчас и мужчин, и женщин есть какие-то сексуальные блоки, зажимы, комплексы и так далее. Непринятие своего тела, непринятие своей сексуальности, непринятие своих желаний, подавление, какая-то сублимация неправильная, суррогат какой-то, да. Поэтому иногда очень важно пойти к психологу и признать свою сексуальность, выйти на свою сексуальность, выйти на свои сексуальные блоки, на свои зажимы. Я думаю, ты бы предпочел девушку или парня, да, если ты девушка, живого, а не виртуального, правильно? Зачем тебе это? Да, что-то тебе мешает выйти на это, что-то тебе, может быть, не разрешает, какие-то зажимы, блоки и так далее. Очень много жертв изнасилования сейчас, очень много жертв абьюза любого, сексуального и так далее. Поэтому очень важно очень тонко подойти к этому моменту, очень тонко отнестись к своему телу, к своей психике и очень щепетильно решать этот вопрос. Это не что-то вот так вот раз и два. Это очень-очень важный момент, который требует твоего внимания. 9-й шаг, тоже довольно простой шаг, мыслительная работа, работа со своими потребностями. Значит, что нужно сделать? Нужно проанализировать те часы, месяцы, дни, в общем, любые периоды, отрезки времени, когда тебе не хочется этого делать, не хочется этого смотреть, либо ты смотришь этого значительно меньше. Поэтому тебе нужно собрать все эти моменты и провести между ними общие черты, что их объединяет, какая потребность там закрывается, то есть что в них есть похожего. Возможно, это те моменты, когда ты радостный, когда ты проводишь время с семьей, возможно, это когда, ну, то есть позитивно проводишь время с семьей, возможно, когда ты что-то творишь, что-то создаешь новое, возможно, когда ты занимаешься каким-то творчеством, рисуешь, поешь, сочиняешь стихи и так далее, возможно, когда ты просто флиртуешь с противоположным полом, возможно, когда ты усердно работаешь в спортзале и так далее. Посмотри вот это и проведи такую параллель, очень полезно. 10-й пункт, он уже больше с раздела, когда ты уже начал это делать, как не бросить, как это продолжать, как дальше себя вести. То есть не всем этот шаг подходит, но кому-то он подходит, то есть точнее этот метод. Это система наказаний или вознаграждений, система кнута и пряника, стара как мир. То есть что-то можно делать, можно себя наказывать за... Очень много это делают, там, допустим, 50 отжиманий за это, да, за то, что ты это сделал. Но для меня это, оно, в принципе, может работать, да, может зафиксироваться условный рефлекс, но там очень большая вероятность, что это все будет уже после того, как ты посмотрел порно, то там уже не будет желания ничего делать, ты просто забьешь и не будешь никаких отжиманий делать. Поэтому я считаю, что система вознаграждения здесь намного лучше работает. Например, ты можешь давать себе какие-то очки, поинты за то, что ты не смотришь или за то, что ты чего-то не делаешь, да. Например, и потом в конце за эти поинты купить себе платье, или купить себе какой-то новый станок, или купить себе какую-то тачку в машину, или вообще новую тачку можешь себе купить, да. То есть как-то себя вознаграждать, как-то себя хвалить. Кстати, очень еще полезно это обливание холодной водой. Во-первых, просто введи эти обливания холодной водой. Они тебе не навредят, они очень классные. Ты можешь попробовать с контрастным душем, это немножко легче. То есть сначала себя прогреваешь очень хорошенько контрастным душиком и потом холодненькой водичкой. На голову можешь не лить, лей просто сразу на шею, здесь так много очень крови, и хорошенько себя охлаждай. И так можешь там несколько подходов сделать. Сильно мучить не надо, просто вот так вот поиграйся. Это тоже работа с гормонами определенная, поэтому оно очень хорошо может помочь. Также ты можешь ввести обливание холодной водой перед тем, как хочешь посмотреть. Например, сказать себе: да, хорошо, без проблем, смотри, я тебе не запрещаю. То есть иногда разрешить, это значит запретить, знаешь. То есть разреши себе это делать. Вот разреши только при одном маленьком условии. И я это сделаю только после того, как обольюсь холодной водой. Вот если у тебя хватит силы воли так себя составить, поставить такое условие, с большой вероятностью ты перестанешь это делать. Но такое там поставить условие, что обливаешь холодной водой и сразу смотришь, а не так, что там облился когда-то и вот смотришь. Нет, облился холодной водой и сразу смотришь. Почему именно такую штучку я предлагаю? Почему? Это моя авторская тема, я сам ее придумал. Почему? Потому что уже после того, как ты облился водой, тебе уже и не захочется этого смотреть, потому что там и так идет высвобождение хорошее таких гормонов, адреналин, норадреналин и так далее. Поэтому ты будешь чувствовать себя значительно лучше. 11-й шаг на пути к освобождению, на пути к трезвости и радости в жизни — это правильная сублимация. Правильная сублимация. То есть как правильно сублимировать эту всю энергию. Потому что никуда ее подавлять нельзя. Потому что если очень долго ее подавлять, то потом она огромным фонтаном просто выстреливает с тебя в прямом и переносном смысле. Поэтому
нужно ее перенаправить. Допустим, есть такие потребности, которые просто мы сами себе не можем удовлетворить. Например, потребность в телесных прикосновениях. Ну как мы себе ее удовлетворим? Вот хочется нам, чтобы нас пообнимали, поцеловали, тепло другого человека почувствовать. Да, конечно, очень хочется. Мне тоже хочется очень часто. Но что можно сделать? Как это можно сублимировать? Ну, во-первых, найти человека — это самый простой вариант, да, с кем-то пообниматься, с кем тебе хочется. Можно пойти на массаж, заплатить деньги. Да, можно подъехать к проститутке. Я не очень это одобряю, но тоже, в принципе, нормальная тема. Или к проституту. Шучу, ладно, а то послушайте, мне еще пойдете звонить всем. Не надо на это деньги тратить, на этот бред. Значит, пойдите на массаж. Пусть вас немножко поразминают. Нету денег на массаж, сделайте сами себе массаж, купите себе аппликатор, такую штучку с такими иголочками, ляжьте на него, полежите, это тоже очень хорошо помогает. Куда сублимировать эту сексуальную энергию? Сексуальная энергия, она как бы направлена на творчество, на созидание. Что такое секс? Это создание новой жизни, по сути, поэтому нужно сублимировать создание новой жизни, то есть попробовать создать что-то новое, какой-то проект, может быть, создать, какую-то картину, какое-то видео заснять на YouTube, как я это делаю. Вы думаете, что я этим занимаюсь? Потому что делать нечего. Вот для вас стараюсь и сублимирую тоже свою сексуальную энергию в какой-то степени. Ну и в принципе, самая основная сублимация, которая должна вести нас к успеху, это чтобы нам не нужно было воздерживаться, нам нужен половой партнер. Тогда просто используем эту энергию, чтобы подорваться с этой кровати, подорваться с этого дивана или кресла, выйти в людное место и начать знакомиться с противоположным полом. Это касается и мужчин, и женщин. Для женщин это вообще имба. И 12-й, последний шаг, это что делать на случай срывов. На случай срывов ни в коем случае себя не корить, себя не обвинять. Не нужно искать виноватых. Просто похвали себя. Да, действительно, просто похвали себя за то, что ты это сделал, за то, что ты столько продержался. Неважно сколько. Месяц, 2 недели, день, 5 часов, неважно сколько, ты продержался, если ты старался, похвали себя за то, что ты старался. Просто проанализируй триггер, проанализируй то, что тебя выбило, проанализируй какое-то событие, может быть какая-то негативная эмоция, может быть опять какое-то чувство. Просто проанализируй его и попытайся избежать в будущем. Никакие срывы недостойны того, не заслуживают того, чтобы все обесценить, чтобы все обнулить и так далее. Это ни к чему хорошему не приводит. Просто похвали себя и поставь цель себе продержаться в 2 раза дольше. Или в 1,5 раза больше. Но, или столько же хотя бы. То есть, ну даже если не сможешь, ничего страшного. Пробуй, 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 пробуй. Вспомни, кто там, Эдисон или Тесла, кто там делал лампочку с 2000-й попытки. Если бы он остановился после 500-й, ну, лампочку изобрели бы позже, понимаешь? Поэтому все только в твоих руках. Это реально. Это реально. И есть случаи, люди это делают. Ты можешь этим вдохновиться, ты можешь найти единомышленников, ты можешь найти людей, которых это уже получилось, взять кусочек мотивации у них забрать, можешь написать в комментарии что-то, можешь попросить поддержки, можешь просто даже, я всем отвечаю обязательно в комментариях. Понравился ролик, просто подпишись, чтобы уже дальше слушать такие классные ролики, которые я очень сильно готовлю. И спасибо, что слушали. Спасибо, что вам понравилось. Всем удачи, всем пока. Вот я такой мощный тестостероновый самец. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Божьи угодники. Бой с тенью. Бах-бах. Дал, ушел. И просто быть счастливым пацаном. Или девочкой. Классно. Мне понравилось. Пацаном или девочкой. Так. Пацаном или девочкой. Прикол. Прикол, да?